Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что скрывают реки или озера, мимо которых вы каждый день ходите на учебу или работу? Вы даже представить не можете, что там может находиться. Этот канал под названием Сен-Мартен был сооружен по приказу императора Наполеона Бонапарта еще в начале XIX века. Расположен в центре Парижа и уже на протяжении многих лет является излюбленным местом для туристов и местных жителей. Район этот считается престижным, с очень дорогим жильем, но из-за своей популярности уютный Сен-Мартен постепенно начал превращаться в свалку. С каждым днем воды становились все грязнее, и появился неприятный запах, который отравлял радость прогулок по набережной. И неудивительно, ведь в последний раз канал чистили аж в 2001 году, и власти решили очистить канал, для чего первоначально его осушили. И все работы по очистке обошлись властям почти в 11 миллионов долларов. Работы продолжались 3 месяца, так как процесс осушки долгий и трудоемкий. Вылавливали рыбу, чтобы перенести ее в другое, более чистое место. Обитатели осторожно складывали в контейнеры и перевозили в новый район. В общей сложности за 3 дня было выловлено 4,5 тонны форели, карпа и леща. Но больше всего поражает то, что было найдено на дне этого Парижского канала. Потерянные телефоны, раритеты в виде старых магнитофонов и фотоаппаратов, большое количество ключей, замков и даже тележек из магазинов. Несмотря на то, что это были самые обычные вещи, они буквально пропитались историей. Почти все жители города и туристы приходили посмотреть на это зрелище. Парижский канал много лет прятал на дне большое количество велосипедов, самокатов, мопедов и скутеров. Причем среди этой кучи транспорта были как и современные, так и довольно старые экземпляры. А пока в Париже люди вытаскивали с дна осушенного канала старые велосипеды и телефоны, в Китае обнаружились легендарные сокровища. Наверняка вы знаете, что археологи постоянно что-то ищут и что-то находят. И во время очередных раскопок они извлекли с дна реки Миньян провинции Сычуань более 10 тысяч предметов, изготовленных из золота и серебра. Согласно легенде, в 1646 году руководитель восстания Чжан Цаньчжун перевозил большое количество сокровищ и потерпел поражение в бою со своими противниками. Около 1000 груженных золотыми монетами и другими ценными предметами лодок было потоплено во время боя. Долгое время историки сомневались в правдивости этой легенды, но в итоге находки наконец подтвердили, что это не миф, а помимо золотых, серебряных и бронзовых монет и украшений, было найдено несколько видов оружия: мечи, ножи и копья. Но чтобы добраться до заветных сокровищ, ученым также пришлось осушить водоем. Для откачки воды применили несколько насосов, которые работали круглые сутки, а поступление воды в этот район было ограничено, и, судя по всему, оно того стоило. А вот в Екатеринбурге власти решили очистить один из местных прудов, и то, что в результате оттуда достали, действительно всех удивило. Хотя на самом деле весь ужас начался еще с набережной, которая была усыпана стеклянными и металлическими бутылками, а также огромным количеством упаковок от еды. Здесь же можно было найти разный металлолом и пластмассу. Кажется, в этом месте настолько страдала экология, что рыбы мысленно посылали сигналы СОС и, наконец, были услышаны. С дна городского пруда достали очень много различных предметов. Среди них металлические предметы, приборы, инструменты и много чего еще. Но больше всего удивляет, что даже в таком маленьком пруду со дна достали несколько средств передвижения: самокаты, велосипеды, а также строительные и магазинные тележки. Надеемся, вы понимаете, друзья, что, загрязняя окружающую среду, вы делаете плохо не только обитателям этой местности, но также себе и своим потомкам. Поэтому давайте будем заботиться об окружающей среде и внимательнее относиться к природе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.